Приветствую всех на канале. Перед тем, как начать свой видеоролик, хочу ознакомить э, вас со статьей 29 Конституции Российской Федерации. Право на свободу мысли и слова. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить, распространять информацию любым законным способом. Точно так же любой гражданин нашей страны, основываясь на статью 29 Конституции Российской Федерации, имеет полное право высказывать свое мнение как о любом должностном лице, также распространять эту информацию в соцсетях, либо любым другим способом. Вот. Самое главное только не забывать, что нельзя оскорблять своего собеседника, унижать каким-либо способом, принижать, естественно, выражаться нецензурно. Это все нас красит, естественно. Ну и, естественно, любой гражданин попадает под уголовную статью. Первый свой видеоролик хочу адресовать инвалидам. В 2005 году у меня родился сын-инвалид. При выписке с больницы нам была выдан документ, в котором четко и ясно было прописано, что ребенок нуждается в оформлении инвалидности и выставлен диагноз ДЦП. Если вы думаете, что в нашей стране очень легко получить инвалидность, все очень сильно ошибаются. Инвалидность мой сын получил спустя 3,5 года. Это полбеды. Вторая беда. При получении инвалидности также в медико-социальной экспертизе выдается вам индивидуальная программа реабилитации, в которую входит перечень всего необходимого, в чем нуждается инвалид, в зависимости от его заболевания. К примеру, в нашей программе реабилитации был назначен аппарат на всю ногу с полукорсетом. Данный аппарат изготовляется индивидуально по слепку ноги и должен был выдаваться нам каждый год новый. За 18 лет мой сын увидел этот аппарат и носил его всего 2 раза. Первый раз, потому что я взяла кредит в банке и купила его. Второй раз, после 5-месячных моих жалоб, писем и мытарств и угроз, да, именно угроз, что я обнародую данный факт, отправлю эти все письма и полученные ответы на мои жалобы и претензии от вышестоящих инстанций, как Министерство здравоохранения, по правам ребенка, по правам человека, Генеральной прокуратуры, своим родным в Германии, чтобы они это все обнародовали. Также там после этого только нам наконец-то выдали направление на изготовление данного аппарата. Учитывая диагноз моего сына ДЦП, учитывая, что он ходит на полусогнутых ногах, что мышцы атрофированные, сухожилия, искривление стоп, не развит таз, этот аппарат ему просто был жизненно необходим. Теперь объясните мне, Владимир Владимирович Путин, вы так красиво с экрана телевидения говорите о том,
что для инвалидов в нашей стране делается все, что вы обеспечиваете, что открываются для них разные центры, что они ни в чем не нуждаются, что государство старается всем, чем может, помочь инвалидам. Объясните мне, как это сочетается с теми вашими красивыми словами. Вот это как можно объяснить, если то, что положено инвалиду по индивидуальной программе реабилитации, инвалид получает за 18 лет всего 2 раза. Следующее – санаторно-курортное лечение. Если бы не мои жалобы, опять-таки, мой сын не увидел бы этих санаторно-курортных путевок. Ответ, полученный нами в многофункциональном центре, куда мы должны были подавать каждый год документы на приобретение этих путевок, был потрясающий. Вас, инвалидов, слишком много, а путевок дают мало. Вам надо стоять в очереди. Владимир Владимирович Путин, скажите, пожалуйста, это тоже есть та самая забота об инвалидах нашего государства? Это сочетается с вашими словами, красивыми речами с экрана телевидения, как вы заботитесь об инвалидах в нашей стране? Это как понять, если инвалиду положено каждый год санаторно-курортное лечение, а он это санаторно-курортное лечение видит в 5 лет раз? Дальше. Исполнилось моему сыну 18 лет. Вопрос нашему министру здравоохранения Михаилу Альбертовичу Мурашко. Точно так же, как Владимиру Владимировичу Путину, который подписал и подписывает эти указы и приказы. Скажите, пожалуйста, у нас что, в стране научились лечить ДЦП? Или по волшебной палочке такой взмаху, как их достигает ребенок совершеннолетия? Рапс? И он больше не инвалид? ДЦП у него исчезает? Это не издевательство? Назовите мне, пожалуйста, хоть одну европейскую или западную страну, где подобное имеется, чтобы инвалид детства с диагнозом ДЦП по достижению совершеннолетия должен был проходить медицинскую комиссию по новой, доказывая, что он остался инвалидом. Такого нет ни в одной цивилизованной, ни европейской, ни западной стране. Только у нас в стране. Это ли не плевок на инвалидов нашего государства, нашего правительства? Разве это не плевок? Как можно так издеваться? Естественно, после очередных моих жалоб и всяких мытарств сыну дали инвалидность. Но с большой отговоркой. Именно но. В отместку мне медико-социальная экспертиза города Домодедово, а также руководитель, заведующий центральной больницей и заведующий по инвалидам в отместку за мои жалобы моему сыну было выдано
индивидуальная программа реабилитации фактически пустой. Вы это можете все увидеть на экране. Там указано четко и ясно, что он не нуждается ни в обуви, он не нуждается в санаторно-курортном лечении, он не нуждается в сопровождающем, он, в общем, ни в чем фактически не нуждается. Ни в операциях, ни в чем не нуждается, ни в аппарате для ходьбы, он ни в чем не нуждается. Вы все это можете увидеть. Вот стоят галочки. Там, где должно стоять крестик, что он нуждается, этого нет. Это так отомстили мне и моему сыну за то, что я отстаивала его права. Потому что он сам их отстаивать не может. Естественно, за это я это делаю за него. Хотя я являюсь сама инвалидом. Я написала жалобу в прокуратуру генеральную на имя генпрокурора Российской Федерации нашей Игорю Викторовичу Краснову. На первое свое письмо, хотя оно было зарегистрировано, ответ был мною не получен в течение 30 рабочих дней. Письмо было отправлено 5 декабря. Я посчитала, праздничные дни, может быть, задержка, всякое бывает. Подожду еще 2 недели, люди отдыхают уже все-таки. Прошло 2 недели, ответа нет. Еще письмо, ответа нет, хотя письмо зарегистрировано. Последнее мое письмо вы видите на экране. Сейчас мы дойдем до этого. Отправляю это уже письмо, уже вся на эмоциях, потому что сын ходит у меня в обуви, которая была ему выдана почти 4 года назад. И то, эта обувь предназначена для одевания на аппарат, а не на ногу. Заметьте, на аппарат, а не на ногу. В этой вот обуви, вот черные эти ботинки, все пошарпанные и не имеющие уже никакой формы, зимние причем. В этих ботинках у меня сын вынужден передвигаться по улице сейчас, чтобы они не спадали у него с ноги и хоть мало-мальски как-то держались. Он вынужден надевать несколько пар теплых носков. В тех ботинках, что он ходит по квартире, вы их тоже можете увидеть. Вот они, эти фотографии. Эти ботинки также были выданы ему еще 2,5 года назад. Они уже потеряли любую форму и не держат ему ногу никак. То есть мы постоянно спотыкаемся, кривим ногу, и каждый раз мы боимся, что в любой момент сын может упасть, сломать таз, либо подвернуть ногу, сломать себе ногу, ступню. В общем, мы постоянно живем на стрессе. Естественно, на всех этих эмоциях я отправляю уже ответ в Генеральную прокуратуру на имя Игоря Викторовича Краснова. Вы письмо это мое можете прочитать, вот оно на экране, где я назвала его организацию бездельниками. А как иначе назвать, если пишутся письма, они регистрируются, принимаются, а в ответ тишина? То есть инвалид пишет претензию, пишет жалобу, что с ним так поступили. А Генеральная прокуратура, Министерство здравоохранения, никто на это не реагирует.
На что вы обиделись, Игорь Викторович? На то, что я назвала вашу организацию бездельниками? А разве я не права? Давайте поспорим с вами. Я пишу вам письма, вам доказательства, а вы молчите, вы никак не реагируете, не отвечаете. Мало того, вы умудрились мне прислать ответ. Читайте, вы можете читать этот ответ, граждане, вот он на экране. Генеральный прокурор мне еще угрожает. Я вас оскорбила? Ну-ка покажите мне в моем письме, где я вас оскорбила. Покажите хоть одну фразу, где я вас оскорбила, унизила или как-то обозвала, выразилась некрасиво. Вы обиделись на мои слова, что я вас назвала бездельниками? Вот это и есть мое оскорбление в ваш адрес? И вы мне за это угрожаете? Ну, замечательно. Что я еще могу сказать? Следующий ответ. Министерство здравоохранения. Мое письмо. Полученный ответ с Министерства здравоохранения. Это тоже, потрясающий ответ. Что я еще могу сказать? Как издевательство над инвалидами у нас в стране. Михаил Альбертович считает это нормой. Так же, как и наш президент считает это нормальным. Как и генеральный прокурор считает это нормальным. Ответ вы можете читать. Он у вас на экранах. То есть, если инвалид не согласен с выданной ему индивидуальной программой реабилитации, то есть мой сын не согласен, он должен сейчас начать проходить всех врачей по новой, собирать все необходимые документы и доказывать в медико-социальной экспертизе города Домодедово то, что он все-таки нуждается в этом всем. В обуви, санаторно-курортном лечении, в аппарате, сопровождающих лицах, нуждается в поездках, в санаторно-курортном лечении, в сопровождающем. То есть он должен все это доказывать. СИЗу и доказывать. И чтобы они там уже думали, написать ему это или не написать, дать ему это или не дать. Владимир Владимирович Путин, так это тоже сочетается с вашими словами о заботе об инвалидах в нашей стране? Это все забота об инвалидах? А вы, Михаил Альбертович, присылая подобный ответ, вы считаете, что вы не нарушаете права инвалидов? Вы не нарушили сейчас закон, прислав подобный ответ? Вы не поиздевались над инвалидом с ДЦП? Если я сейчас вожу своего сына в старой обуви, если я его сопровождаю везде, всюду, на любую учебу, в любое учреждение, а в ВПР указано, что он не нуждается в сопровождающих, вы считаете это нормальным, не издевательством? Вы считаете, что нормально, чтобы мой ребенок сейчас, сын, начал проходить всех врачей необходимых, чтобы доказывать в медико-социальной экспертизе в Домодедово, что он это все-таки должен иметь? Вот так у нас относятся в стране к инвалидам. А потом красиво с экрана телевидения наше руководство говорит о том,
что наши инвалиды в стране ни в чем не нуждаются, что для них делается все, что возможно. А на деле вы можете это все увидеть вот на экране. Это мой первый видеоролик. Естественно, будут и остальные. Я останавливаться на этом не буду, потому что каждому терпению, как говорится, есть предел. И моему тоже. Я переживаю за своего сына. Я не знаю, сколько мне осталось жить, потому что я сама инвалид и с тяжелыми заболеваниями. И сколько я протяну, сколько еще смогу бороться за своего сына, за его права. Естественно, я приношу извинения зрителей, если где-то путалась, вы уж не обессудьте меня. Я впервые делаю подобный видеоролик. Простите, если что не так было сказано на эмоциях или как-то путалась я где-то. Не обессудьте. Я всем желаю здоровья и всего самого хорошего.